Всем привет! Как разогревочное перед Гран-при покажу вам драфт с регионала, одну интересную партию, которая получилась. Драфт, сами знаете, относительно такой рандомный, в том плане, что мало того, что нужно хорошо собраться, еще и карты могут быть довольно плохими, какие-то бустера пустые, какие-то полные. В общем, сами понимаете. Дело такое. Но как хорошо, что во втором сете есть рарки, под которые можно собираться отдельно. Вот есть маленькие такие камбуськи на 2-3 карты, да, ну то есть вот есть, так сказать, чем поиграть. Ну что, давайте посмотрим у первого игрока. У него адепт тьмы, у него темный эльф. Очень хорошо, потому что адепт может что-нибудь класть на кладбище, да, а темный эльф при удаче может разгонять жетоны инкарнации на нем. Ну, так или иначе, там зомби, ведьма Слуа, резчик идолов. Так, что у нас еще? Там землекоп с гарпунщиком комба, ну это вообще жесть. Оруженосец, молотобоец, ну и темный эльф и адепт тьмы. У второго игрока видим Ури, видим призрачного рыцаря, видим гнома-отступника, видим еще невесту окуня, Крандака и обелиск Топи. И посерединке у нас... что же там у нас? Что-то не видно. Вурдалак. Ну вот. Закрыли свет, сразу понятно, что там Вурдалак. Вурдалак, конечно, безумно тоже сильная карта. Если его не зафокусить, то ближе к концу игры это Винкон. Практически такой же Винкон, как и Гном-отступник к концу игры, однако Гном-отступник Винкон только потому, что у него защиты такие есть, а вот Вурдалак может сражаться честно и выигрывать. Вот такой вот интересный расклад. Ситуация довольно непростая, и резчик идолов там тоже есть. Под кого сядет Ури, вот вопрос. Еще отличный вопрос про землекопа. Выкопает он, например, ямку, гарпунчик на эту ямку подтянет существо с симбионтом. Кто получит четверку? Двое существ получат четверку или только одно из них? Но вот судья сейчас подошел и говорит, что ранки получит только одно из них. Ну, по выбору хозяина ямы. Итак, Вурдалак получает себе симбионта Ури. В принципе, хорошо. Ну, во-первых, что Ури, он в серединке стоит, он может защищать и призрачного рыцаря тоже. Вот, но и Вурдалак целее будет. В целом-то, наверное, дожить до финала ему не так уж и сложно, потому что не то чтобы сильно заметно, много ближних атак, больших достаточно. Непонятно, почему молотобоец оказался прям в самом в третьем ряду. Это... Долго ему оттуда пехать, но так или иначе. Молотобоец, зомби, если хорошо отработают, то много урона нанести могут в целом. Ну и надо обязательно подтягивать гарпунщиком на яму Вурдалака, потому что это тоже достаточно большой урон. Ну так или иначе, надо выбирать приоритетную цель. Более того, можно повыбирать, так сказать, как следует. Вообще на яму хочется толкнуть на самом деле всех. И призрачного рыцаря, и гнома-отступника. У него есть стойкость только в строю, так что особо нет нужды первому игроку бояться, что у него еще там и от ямы он урон не получит. Вот. Но все-таки да, урона достаточно мало. И еще мы видим у второго игрока обелиск Топи, то есть темный эльф при всем желании не сможет поцелить какую-то ту цель, которую задумывал первый игрок. Куда будет перенаправление, это еще вопрос. Может быть и в сам обелиск, почему бы нет. Вот. Но куда-то точно энное количество урона будет перенаправлено. В принципе, конечно, играя я за первого игрока, я бы, наверное, старался доставать под адепта тьмы как можно больше, затягивать партию, чтобы она выходила посильнее. Затягивать в смысле не делать, не подставлять карты, не делать каких-то там опасных, слишком рискованных действий.
Ну вот сейчас посмотрим, что в колоде, собственно говоря, под обелиск топи было. Разряжается в сам обелиск топи. И это Талион. Талион, конечно, отличная карта. Правда, у него долгая инкарнация, крайне долгая, целых 4. Хорошо бы этот Талион сразу бы здесь стоял вместо зомби, потому что тоже бы имел шанс при сильном ударе положить жетон инкарнации. Но стоит зомби. Зомби, конечно, можно сказать, дороговат, но направленный удар и хороший урон, если много темных карт, это на самом деле неплохо. Ну вот резчик идолов отходит, уступает место, и мы уже понимаем, что была выбрана цель призрачный рыцарь. Фактически, судя по всему, это значит аннигиляцию призрачного рыцаря в первый ход, потому что 4 от ямы и 1 от гарпунщика, и это как раз 5. Призрачный рыцарь, конечно. Карта такая, сомнительная. Может показаться, что он целых 5 атак в себе может выдержать, но вот ничего подобного. Ага, но с помощью обелиска дальнюю атаку перенаправили. Это, конечно, здорово. Перенаправили в Вурдалака, и почему бы нет, он-то будет отхиливать. Резчик идолов хочет убить призрачного рыцаря, и у него получается вот такая вот судьбинушка. Но теперь рядом с резчиком идолов нет существ противника, а значит он может стрелять, метать и там, что девочки у него дальние атаки есть. А ведьма Слоа решает прям вот так вот врезаться, прям вот влететь в ряды противника. Будет ли он атаковать, неизвестно, но молотобоец, по крайней мере, подошел. Зомби тоже подошел. Достаточно опасно ведьма Слоа становится. Если бы она хоть раз ударила, можно было бы, если честно, даже бахнуть своего резчика идолов, просто чтобы уж наверняка 2 получить. Вот, а теперь, ну, дело такое. Ури будет защищаться. Ну да, тут небольшой откат, ничего страшного. Ведьма Слоа шажочек обратно сделала. Вот, если ведьма Слоа не пробьет, а напоминаю, что у Ури у нас там опыт в защите, да, ведьма Слоа окажется в незавидном положении. Как минимум тут на столе у нас есть невеста 1-2-2, есть Крандак, это 1, есть опять же с опытом Вурдалак, который может из этой позиции с опытом атаковать. Вот. Тут убрали ранку с Вурдалака, но на самом деле зря, потому что обелиск у нас перенаправляет не атаки, а перераспределяет ранки. Так что все-таки эта ранка на Вурдалаке заслужена. Вот, как говорится, второе, самый важный навык в Берсерке — это бросать кубик хорошо, а самый первый — это читать карты. Итак, перенаправления еще не было, хотя нет, одно было, да? Теневой эльф хочет на 2 в невесту окуня выстрелить. Тут, конечно, перенаправить бы, потому что невеста окуня, ну, совсем тонкая, всего лишь 5 здоровья. Да, поэтому перенаправляется, и перенаправляется в Реккина. Вот это, конечно, интересно. С Реккином проблема, что если его не убивают, то его и целить не будут, чтобы на нем ранок не было. А вот в этом случае тут такое дело. Вскрывается в третьем идущую Дзингор, летун. Он, конечно, взлетает, и Дзингор здесь смотрится, конечно, угрожающе. Хотя, конечно, там вот у темного эльфа схрон, оруженосец, опять же, может себя перенаправить. Ну, то есть нет простых целей для нашего Дзингора, но все-таки. Так, ведьма Слоа полезла в атаку. Будет ли защищать Ури именно? Вот вопрос. Дело в том, что если все-таки пройдет, то она станет легкой целью для зомби. Ага, ведьма бросает 1, Ури бросает 6. Да. Жалко, что не Вурдалак дрался, но ничего страшного.
Все-таки стоило потерять, наверное, Ури даже в этом случае, если бы там прошло, потому что 2 плюс минимум там 3, там 5 урона от карт первого игрока по вурдалаку, ну, это неприятно, даже если 3 из них отлечат. Ладно, начинается ход второго игрока, и последняя третья карта, которая вскрылась, это темный эльф. Пророчим на невесту Окуня, и она получает +2, потому что там показан махинатор был. И теперь уже надо выбирать цели. Резчик идолов отошел, так что все могут стрелять, метать куда хотят. Ну и, конечно, здесь хотелось бы, очень-очень бы сильно хотелось Адепта Тьмы как можно быстрее забрать. Он, наверное, самая важная угроза, потому что неизвестно, что там вообще в колоде у первого игрока есть под него. Может быть, там мумии. Ну, мумия, конечно, скажем так, неоднозначный выбор, но все-таки достаточно сильно. Может, у него там Феникс, может, ну, мало ли, в общем, что там может быть. Ну и разбить комбо гарпунчик плюс землекоп тоже, конечно, чертовски важно. Вот. Только как это сделать, не очень понятно. Ну, можно либо одного, либо другого убить, это понятно. Гарпунчика, наверное, чуть проще, потому что у него на 1 хп меньше. Но рядом с ним оруженосец. А это значит, что с гарпунчика можно перенаправить атаку. В целом тут и землекопа от Зингора тоже молотобоец может защитить, и зомби может защитить. Так что непонятно, получится ли разбить эту камбуху за один присест. Что здесь может сделать гном-отступник, интересно? Он, по крайней мере, от зомби не получает удара. Так, ну ладно, с гном-отступником еще разберемся. Тут Зингор полетел в Адепта Тьмы. Оруженосец не перенаправляет, а просто защищает. Интересно. 2 у оруженосца, 2 у Зингора. Это попадание. 2 урончика идет оруженосцу, и единичка идет куда-то еще. Куда еще она идет? В целом тут уже ведьма слова подранок такой, и можно бы, наверное, ее забрать. Но... надо смотреть. В конце концов, даже если гарпунчик и землекоп... да, улетает слово. Даже если гарпунчик и землекоп комбайн не разобьется, то можно крондакам как-то немножко помешать их планам, там, закрыв какую-нибудь клетку, чтобы они не могли притянуть нужную карту. Итак, темный эльф бьет по ведьме Слуо и по оруженосцу. Собственно говоря, с ведьмы Слуо можно перенаправить в оруженосца, но этого не делают. Единичка ушла в ведьму Слуо, 2 в оруженосца. Неплохо, фишки или инкарнации никто не получит, да и некому особо давать, так что не страшно. Ну, ведьма Слуо в 5 хитах, и добить ее тут, конечно, дело благое. Вот. Благо, что совсем не сложно, и даже еще останется на мороженку что-то. Гному-отступнику, кстати, конечно, надо бить в зомби, потому что от него-то урон он не получит, а вот ему, скорее всего, 3-то дырочки нанесет. Ну, посмотрим, что из этого получится. А невеста Окуня куда же она метает? Так, на 2. На 2 улетает тоже в ведьму Слуо. Ну, в общем, и хорошо, что это на 2. Честно говоря, наверное, стоило бы как-то постабильнее Реккином метнуть на 2, чтобы точно доесть вурдалаком. Потому что если бы сейчас невеста Окуня метнула бы на 1 всего лишь, то встал бы вопрос, а что делать, собственно, дальше? Вурдалаком тоже было бы опасно атаковать, если не добить. Ну, не знаю, Ури мог бы, наверное, добить, но его все-таки хочется оставлять в защиту. Как интересно, Реккен здесь почему-то решил тоже ведьму Слуо дометать. Хотя, казалось бы, отличная цель здесь это именно вурдалаком доесть ведьму Слуо, а 2 куда-нибудь в другое хорошее место потратить. Но если вурдалак возьмет и переместится сейчас в крайний правый столбец, да, и атакует оттуда, то можно будет его на яму посадить. Вот, это, конечно, будет совсем не то, что хотелось бы.
Ну и да, небольшая неточность была допущена. Гарпунщик своим ударом через ряд, конечно, не нанесет ранок вурдалаку, потому что у него -1 от дальних атак любых. Вот, поэтому комбо наносит ему только 4 урона. Так, вурдалак переместился и бьет, наверное, в резчика, потому что зачем же тратить целых 3 на ведьму Слуа? Посмотрим сейчас. Нет. Это, конечно, ошибка. Это ошибка, это трата. Это трата. Рекин мог, честно говоря, двоечку и не делать. Что поделать. Вещь напряженная, регионал. И такое случается. Такое случается. Сейчас бы вурдалак мог быть с допками, а резчик мог бы, например, быть уже более раненым. Крондак костер разжигает вот на этой клеточке. К вурдалаку будет сложнее подойти, но все-таки на яму посадить его можно. Гном-отступник решил не атаковать, это тоже ошибка. Вполне себе в зомби мог атаковать. Молотобоец, конечно, к нему может подойти и ударить его. Тем самым он нанесет ему 4 урона. И это пройдет его защиту, потому что это будет 2 плюс 2. Точнее, 2 или 3, да, и плюс 2. Вот, поэтому, возможно, правильно было сделано, что гном-отступник не закрылся. Вот, но все-таки... Все-таки гном-отступник здесь не такой уж винкон, потому что, атак на 3, у оппонента мало, это один зомби, считайте. Может быть, молотобоец в свои золотые годы. Так что... Сильно на гнома полагаться здесь не стоит. Ход первого игрока у нас начинается. У Талиона 2 фишечки уже. Адепт тьмы разряжается в невесту Окуня, но перекладывается на Рекина. Получается, что целью атаки все равно была невеста Окуня, а просто перенаправление было в Рекина. И вылезают утопец. Утопец, конечно, странный выбор в том плане, что хорошо его напророчить, да, и положить на кладбище, чтобы он заинкарнировал, но в целом видеть его как какой-то ударной карты и вообще, в принципе, типа активной карты на поле, не очень интересно. Он и неповоротливый, и 1 урон у него всего. То есть он такой маленький походный костерок Крондака, который ходит, подпирает что-то, может что-то сделать, не знаю, защитить может, но опасности особо не представляет. Но, наверное, собственно, в колоде что есть, то и было. Что смогли, то взяли. Вообще при такой расстановке непонятно, как подсаживать вурдалака на яму, потому что нужно, чтобы и оруженосец отошел, и резчик идолов отошел, и чтобы на место оруженосца встал гарпунщик. Да, это, конечно, невозможно. Тут не хватит места, не хватит движения. На это, судя по всему, и был расчет у второго игрока. Вот, но гном-то все-таки на ямку присесть теперь может. А у него всего 10 хитов, и у него нет такой роскоши, как защита у вурдалака. Обелиск его, конечно, поддержит, но не то чтобы сильно. Наверное, ожидаемый мув от первого игрока — это подтянуть гнома. Вот. И, наверное, для этого-то гном и остался открытый. Но посмотрим. В открытого гнома и молотобоец постесняется, наверное, бить. То может сильный отхватить. Слабый, точнее, который у гнома сильный. Вот такой вот он. Перевернутый. А все-таки молотобоец решается атаковать. Это глаза змею. У оба игрока выкидывают единички. И, собственно говоря, это двоечка. И теперь... надо решать, перемещается ли персонаж или остается на месте и получает еще дополнительный урон.
Если, конечно, он переместится, он откроет путь зомби, который может укусить Крондака. Это может быть чертовски неприятно. Ну, либо он может там ударить в обелиск, допустим. Почему нет? Ситуация непростая, решение непростое. Крондак выглядит как очень хорошая карта, чтобы разбивать вот эту комбу землекоп и гарпунщик, да, поэтому терять ее не хочется, продавать ее не хочется так просто. Вспоминая то, что зомби не может нанести гному сейчас никакого урона, наверное, стоит оставить гнома на месте. Нет, все-таки решает второй игрок гному сдвинуться. Ну, возможно, и справедливо, потому что 2 урона на дороге не валяются, хила нету. Ситуация такая непростая. Зомби пошел, разумеется. Землекоп вот где яму вырыл, ничего себе. Вообще, клетка, на которой вырыта яма, она не считается занятой, поэтому Крондак может там разжечь костер на ней, чтобы нельзя было на эту яму притянуть. Но посмотрим, что из этого получится. Итак, да, зомби бьет по обелиску. Обелиск просто доставляет массу неудобств здесь, это безусловно. И 4 дырки улетают в обелиск. Обелиск уже разваливается. Всего 3 хита у него осталось. Одно перенаправление уже было в этот ход. Но себя перенаправлять он не может. Так что темный эльф может его фокусить спокойно. 2 карты с инкарнацией у первого игрока уже на кладбище. Если темный эльф будет кидать хорошо, то, собственно, Талион сможет вылезти уже на следующий ход, если получит жетончик. Итак, темный эльф выбирает цели. Куда же он будет стрелять? Так, двоечка. Ну, куда бы он ни стрелял, она летит в обелиск топи. Скорее всего, он и был первой целью. Второй выстрел единичка. Ого, ого. Да, в Рейкина, похоже, выстрелил. Да, Талион получает еще жетончик, и это, конечно, великолепные новости. Талиона ждем, потому что нужен его урон 2-3-5, да, против Вурдалака это очень важно. Но ужасная кислятина, что у Рекина теперь 4 ранки, метание на 4 вообще на дороге не валяется. Невеста напророчила себе плюс к дальности. И что теперь будет дальше, что за этот ход будет сделано? Отличный вопрос. Ямка, она теперь не дает нормально размываться, но персонажи могут отойти. В принципе, все могут поместиться. Зомби здесь, конечно, встал, так скажем, неудобно. Вот, но он подставился, и если все впилятся в него, то, я думаю, за один ход его разобрать вполне себе можно. Вот, 4 с Рекина, 1 с невесты Окуня, еще 3 с Вурдалака, это уже 8. 1 с Крондака, там 1 с эльфа, 1 с гнома, там чуть Зингор, между прочим, тоже в наличии. Урона больше даже, чем требуется. Это значит, что зомби точно откисает. Вот, но... Зомби здесь, конечно, губочка, учитывая, что Талион вылезет в следующий ход, да, но он вылезет закрытый, и один ход все-таки не будет ничего делать. Вот, ага. Рекин решает метать в землекопа. Оруженосец решает не перенаправлять в себя летальный урон. Может и правильно. Дингор, кстати, сейчас может достаточно безопасно бахнуть именно по зомби. Рядом защитников нету, оруженосец тоже не поможет. Все остальные карты так или иначе либо открыты, либо имеют рядом защитников потенциальных. Так что
Дзингор может очень хорошо помочь, если он слетает на 3 и воздействием на 2 нанесет. Темный эльф продолжает хитрить, стреляет в землекопа и в оруженосца. Урон на 2 сначала прилетает. Да, они перенаправляют вооруженосца на 1. Снова некому давать ни фишку, ни инкарнации, жетон, так что ничего страшного. Ничего, в принципе, хорошего, да, дополнительной способности темного эльфа не было, но стрелять на 3 это очень даже неплохо. Хаск может позволить себе такое только за 7, а не за 6 золота. Ну, Дзингор кидает не очень хорошо, так что это 2 на зомби и 1 в землекопа, и получается нужно будет землекопа как-то добивать, но надо смотреть на другие карты. Вурдалак тоже достаточно жиденько кидает, не захотел кидать сильный. Ну и теперь уже надо считать. Гном-отступник. Вот гном-отступник радует, 3 кладет. Получается, что зомби нужно еще 3 урона. 3 урона, конечно, есть на столе. Это Ури, невеста Окуня и Крондак. Но начинать нужно, конечно, с невесты Окуня, потому что если она кинет 2 все-таки, то можно 1 урон будет сэкономить, и Крондак может добить землекопа. Ну, а если землекоп помрет, то и гарпунщик... Ну, ямка, конечно, для гарпунщика есть. Он еще раз может сделать свою грязь. Вот, и хорошо бы, наверное, начинать было с гарпунщика, но до него так просто не дотянуться было. Так просто ему урон не нанести. Может, он уже и не умер бы так просто. Невеста отходит. Ну, здесь думать особо нечего. Точно нужно забирать зомби, точно нужно... Ну, по возможности еще можно забрать землекопа. Итак, да, невеста Окуня начинаем. Стреляем, точнее, метаем. На 2. Ах ты. Молодец она. 1 хп остается. Ури впивается в зомби и сжирает эту черствую плоть. Крондак убивает землекопа. Ну вот, собственно говоря, яму вырыл, в ней-то его и похоронят. Однако ямка все-таки есть, и теперь даже гарпунщик может резко врезаться и, ну, собственно говоря, в эту ямку затащить вурдалака, ну или Ури там убить. Вот. Но у вурдалака уже дополнительной жизни, не очень понятно, что с этим вообще можно сделать, но тут еще и молотобоец рядом. В общем, есть такой тут небольшой, конечно, кейс, что у нас вурдалак закрытый, рядом нет защитников, но пока непонятно, что из этого можно сделать. Адепт тьмы разрядом убивает обелиск. Судя по всему, 5 больше никаких нету, не достает ничего. Вот, да. Гарпунчик прям сразу начинает с того, что тащит на яму пацанов. Что же произойдет? Ну да, 4 идет на вурдалака. Ожидаемо. Молотобоец бахает вурдалака. Наверное, стоило сначала резчику это сделать, потому что если вурдалак решит отлететь подальше, ну, чтобы не получать 2 дополнительные дырки, то резчик уже, ну, ему сложно будет, в общем, делать. Но нет, молотобоец бьет Ури. И это интересное решение, потому что Ури-то не может передвигаться. Оно может только перемещаться вместе с вурдалаком. Вот, поэтому Ури по умолчанию получает 4 от молотобойца минимум. Вот такой вот интересная комба. Стоила ли она того, непонятно, но так или иначе она есть. Резчик идолов тут, конечно, не представляет особой угрозы из-за того, что вурдалак от него легко отбегает. Но резчик идолов может выступить защитником, что ли. Итак, единичка идет в Рекина, и еще единичка идет в невесту Окуня.
Второй жетон инкарнации идет на утопца, и утопец, в общем, инкарнирует. Здесь, конечно, тоже ошибка первого игрока. Утопец инкарнирует почему-то в третьем ряду, хотя он может инкарнировать где угодно на поле, и явно его стоило закидывать куда-нибудь в задние ряды второго игрока, чтобы он там шороху наводил. Вот, но утопец, в общем, вылез вот именно там. Это тоже ошибка, но не знаю уж насколько критичная. Вряд ли кому-нибудь есть дело до этого утопца там сзади. Ужасно абсолютно, что Рекин все еще живой. Абсолютно чудовищный урон, типа эти 4 метания. Это, конечно, невозможно терпеть, невозможно. Вурдалак здесь, конечно, молодец, но Рекин от него не отстает. Он, возможно, в этой партии MVP. Порочил невесту или нет, я что-то не заметил. Вот. Ага. Да, не может пока еще метать, а вот теперь может. Так, метает она, скорее всего, вооруженосца. Метает на 1. Да, вооруженосца. В кого же еще? Темный эльф. Темный эльф. У оруженосца остается 2 хп, так что, в принципе, карандак плюс одно попадание от эльфа его забирают. Вот, поэтому выбирать целью что-то, а потом оруженосца, это не очень, наверное, хорошая мысль. Потому что оруженосец с удовольствием в себя впитает хобби атаки. Ну, тогда, наверное, карандак ему не понадобится. Ну, не знаю, не знаю. Сложно здесь судить. В принципе, оруженосец точно откисает. Но, возможно, первый выстрел перенаправлять он не будет в себя. Посмотрим. Рекин это 4, Вурдалак это 3 урона как минимум, то есть это 7, у молотобойца 11. Ну, есть шанс, что молотобоец, если уж не откиснет, то попинают его изрядно. Итак, первый выстрел был в оруженосца, второй в темного эльфа, ну и вот началась битва двух темных эльфов. Крондак добирает оруженосца, теперь можно наконец-то молотобойца начинать грызть, не опасаясь, что оруженосец его подсейвит. Ну и Дингор тоже очень радуется здесь. В принципе, вполне себе можно забрать молотобойца. Поехали кусать рыжего. Это средний. Троечка. Гном. И гном на 3. Да боже ж ты мой. Вот это кличка лютый, конечно. Дингор выкидывает сильный. Двоечка улетает на гарпунщика. Ну, в общем-то, таким-то образом, с помощью Рекина мы и забрали молотобойца. Ситуация, конечно, аховая здесь. Уже непонятно, что делать первому игроку. Да, у него вылез Талион. Вылез он, кстати, ну, не там, где его, наверное, хотелось бы видеть. Да, хотелось бы его по центру видеть, чтобы он поближе пошел к нашим ребятам. Но все-таки надо добирать Рекина. На 2, и Рекин погибает. Туда-то ему и дорога. Он был отличным парнем. Но нельзя быть настолько крутым. Это слишком. Резчик идолов впивается в невесту и что, убивает ее? И убивает ее. Вот это да, не ожидали от него, конечно. Его боялись все невесты, да. Утопец подошел, Талион подошел. В общем, тут, конечно, непонятно, можно ли с этим что-то сделать. Если уж адепту некого целить, некого утаскивать на кладбище, то гном и вурдалак тут, конечно, сейчас мелкую нарезку покажут. Веселую нарезку нежити.
Дзингор тут, конечно, добавит. Но надо не забывать, что адепт тьмы вообще-то и с руки бьет неплохо. Ну вот, наверное, за этим-то он вперед и пошел. Понимает, что своим разрядом на один он уже много не нанесет. А вот 2, 3, 4 с руки, это будь здоров. Талион, конечно, в самой заднице вообще. Даже следующий ход он, скорее всего, не дойдет. А если отбегут, то и еще ход он будет где-то бегать. Ну, совершенно не обязательно впиваться там во второй, третий ряд. Можно спокойно доесть гарпунщика с резчиком. Резчик-то не так, наверное, сильно. Гарпунчик все-таки на 1, 2, 3 бьет. Это весомо. Весомо. Итак, темный эльф. Первый выстрел на 2 улетает в темного эльфа. Второй выстрел на 2 улетает в гарпунщика. Нормально мы постреляли. Нормально постреляли. 4 дырки. Наследие Реккина живет. Пусть в таком темном варианте. Дзингор бьет, судя по всему, гарпунщика. Бьет на 2. Единичка улетает резчику. 2 остается у гарпунщика. Не очень, конечно, интересно, потому что и от гнома может прилететь что-нибудь не то. Ну, посмотрим, да, сейчас гном атакует. Ну, гном чудовищная машина, конечно, для убийств просто. Вурдалак подошел, но у него еще одна лапка есть. Будет ли он впиваться в резчика? Да, наверное, опасно. Опасно подставляться и под адепта, и под Талиона. Это, конечно, много урона, мягко говоря. Ну, и под резчика тоже, потому что резчик-то все-таки не умрет. Да, ну, это минимум 5 урона. А максимум там даже считать страшно. Максимум это 11. Нет, все-таки Вурдалак решает рискнуть. Ну, возможно, ему и нечего особо бояться, потому что... ну вот Крондак опять же подсейвливает, чтобы Талион не подошел. Тогда тем более Вурдалаку бояться нечего. Забрать его точно уж никак не смогут. Да, попинает, скорее всего, его адепт. Но Вурдалак, он на то и Вурдалак, что попьет кровушки и отлечится. Утопец продолжает ковылять. Неизвестно, что из этого получится. У темного эльфа уже 3 дырки. Вот у темного эльфа оппонента 0 дырок. Так что эта дуэль, скорее всего, будет проиграна эльфом с ранками. Будет ли стоять адепт, непонятно, потому что в целом-то он меньше урона наносит, чем Вурдалак наносит ему закрытому. А уж накидываться на Вурдалака точно нужно всей шайкой-лейкой. Правда, сделать это, как оказывается, совсем непросто. Так, эльф крутится-вертится. Первый выстрел на 1 уходит в темного эльфа. Второй выстрел тоже на 1 уходит в Крондака. Здесь уже жетон инкарнации, к сожалению, никому не дать. Никого нету на кладбище. Ну, что поделать. Все остаются открытыми. Может быть и правда. Но гном-отступник, он парень такой, который любит открытые карты, любит в них биться. Потому что слабый удар, который по статистике, так сказать, чаще срабатывает, у него совсем не слабый. Семь хитов остается у резчика идолов, и теперь от него нужно отойти, чтобы темный эльф мог пострелять. Первый удар идет в резчика. И это промах. Дзингор промахнулся. Это всегда обидно. 7 серебра ничего не сделало. Есть вот такой вот, так сказать, неприятный момент у летунов. Им довольно сложно выбирать цели. Если оппонент не играет в фулл-тап, то тогда они могут сделать ничего. Но монета, конечно, на двух сторонах, так что... И оппонент тоже не закрылся, именно потому что боялся атаки летуна. Не только его, но в частности.
Отошел вурдалак, стреляет сначала по темному эльфу на 1. И еще по резчику идолов тоже на 1. Ну вот, по чуть-чуть ковыряем. Когда-то 4, а когда-то 2. Гном бьет в открытого резчика. Ну и правильно, что бояться. 3-1. Ну вот тебе, пожалуйста, троечка влетает. Немало, немало. Вурдалак подошел обратно. Защищает своего отступника. Ренегаты должны жить. Костер разжигается так, что вообще никак не подойти. Но сейчас, в принципе, все могут, ну, все битковые карты могут спокойно подойти и начать вурдалака расковыривать. Он открыт, это, конечно, сложно. Но у Талиона опыт, да и, в принципе, ну, шансы попасть есть. Что будет делать темный эльф? Ну, тут по вурдалаку, конечно, нет смысла стрелять, можно на 0 выстрелить. Вот. Но продолжать бить темного эльфа противника, наверное. Пу-пу-пу, повернулись. Стреляем. На 2 в Крондака. Ой-ой-ой-ой-ой. И на 2 в темного эльфа. Да, да. Чудовищный урон, чудовищный. Нужно об этом задуматься, конечно. Адепт поворачивается, бьет наконец по вурдалаку. Бам! И получает в ответ. Никогда такого не было, и вот опять. И это передача хода. Талион решил не рисковать, да и правильно, куда уже лезть. И так уже адепт тьмы получил по своему лицу мрачному. Талион хотя бы может остаться и позащищать, но резчика, конечно, уже особо-то не защитишь. Гном продолжает ковырять резчика. 5 у резчика, а у гнома... И у гнома 5. Вот тебе ответочку. Вот так, вот такое дело. Так и бывает. Так и бывает. Одна ответка, вторая ответка. Дингор. Куда летит Дингор? Наверное, в адепта полетел, но Талион защищает. Попадает, Дингор попадает. Через броню проносится 1. И еще двуня, ну точнее, еще единичка в резчика. И Крондак решает его добить. Ну, что ж, тоже вариант. Первая в темного эльфа, вторая в адепта. Единичка в эльфа, единичка в адепта. Вурдалак продолжает стоять открытый. Да, конечно, получать ответку от вурдалака — это что-то жуткое. Утопец доковылял. 4 хода ковылял, но доковылял. Доковылял и начал с того, что кусает Крондака. Теперь, если вдруг вурдалак захочет покушать, он знает, что у него там есть нежить про запасе во втором ряду. Темный эльф атакует. Единичка в Крондака. И двоечка в эльфа. Да, да, конечно. Потихонечку, помаленечку, но все-таки оно проковыривается. Все-таки проковыривается. И теперь они по ранкам даже эльфы сравнялись. Адепт тьмы набегает. Набегает. Вообще бы, конечно, адепту тьмы задуматься о том, чтобы разрядом добить там какого-нибудь эльфа, но
Раз он все равно особо-то эффективности не вносит в ближнем бою с вурдалаком, но кто же знал-то, да? Хотел впилиться, если бы впилился в вурдалака и урон бы нанес, то, может быть, что-нибудь и было бы из этого. Вот теперь от гнома-отступника он получает трешечку. 2 выстрела. Первый коронный, второй похоронный. Полетит ли Дзингор? Вопрос. Угу. Сначала он хочет темного эльфа атаковать. Ну и справедливо. Да, чтоб Талион закрылся. По закрытой карте всяко веселее. 5 против 3. Ну и через броню это 2. Брони нету. Дзингор налетай. Кушать подано. И это средний. Это на 2. Почему на 2? На 3? На 3 должно быть, конечно. Там у Дзингора это воздействие, поэтому схрон темного эльфа не спасет. В этот момент решают уточнить игроки. Да. Непонятно, почему Дзингор нанес всего 2 ранки и одну. Он вроде бы средний выкинул. Вот, но, наверное, не досмотрели. Ничего страшного бывает. Да и на исход партии это уже, конечно, не влияет. Вот так и заканчивается партия. Спасибо за внимание. Ждите роликов с Гран-при. Там наверняка будет много хороших, интересных партий, которые будут длиться долго, до победного. В общем, все, как мы любим. Спасибо за внимание.